Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Совсем недавно из командировки в Улан-Удэ вернулся наш начальник отдела адресных проектов Кирилл Бадулин. Нам захотелось поговорить с Кириллом и вашему вниманию предлагаем беседу с Кириллом Анатольевичем. Добрый день. Расскажите, во-первых, каким ветром вас занесло в столь дальние края и какова была повестка дня, совещания у главы Республики Бурятия, как я понимаю, в котором вы приняли участие? Основной целью моего визита в Бурятию была презентация проекта многопрофильного кластера на базе Гусино-Озерской ГРЭС, который включал бы в себя, во-первых, транспортную составляющую, включающую доставку угля, а во-вторых, также био- и агронаправление. А кто участвовал в совещании помимо вас? В совещании возглавлял совещание глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, а также присутствовали министр сельского хозяйства, замминистра здравоохранения, замминистра природных ресурсов, также представители Министерства промышленности и торговли, а также наши партнеры в Бурятии, компания М-Центр, которая занимается микробиологическими технологиями. Очень интересно. Может быть, тогда вы подробнее расскажете об этом проекте, который вы представляли, потому что до сих пор, по-моему, никакой микробиологической составляющей в транспортно-инфраструктурных комплексах Skyway мы не заявляли. Да, совершенно верно. Я могу продемонстрировать вот схему, которая была построена как раз для презентации этого проекта. Мы разработали концепцию многопрофильного кластера, который включает в себя несколько элементов. Во-первых, это доставка угля, как я уже говорил, с месторождения до Гусино-Озерской ГЭС. На ТЭЦ, да? Да, на ТЭЦ. Далее получается поставка, то есть использование электрической энергии, которая производится ГРЭС, и тепловой энергии, которая фактически сбрасывается в отходы. Использование для производства... До внедрения нашего проекта, как я понимаю. Да, совершенно верно. Далее, получается, оно может быть использовано для производства гумуса. Это плодородный слой почвы, про который уже также упоминали в наших репортажах. Далее, получается, производимый гумус может направляться на специальные инновационные теплицы, которые будут производить экологически чистую продукцию, которая может поставляться в такой крупный город, как Улан-Удэ. Таким образом, мы получаем комплексную систему, которая включает и транспортное, био- и агронаправление. А также как продукт экспорта, я так понимаю, это может выступать, да, гумус, судя по вашей схеме? Гумус – это высокодоходный продукт, который может поставляться на экспорт, на который уже в настоящее время есть высокий спрос во многих арабских странах. Я уже вижу, что данный проект, спасибо, отличается от многих предыдущих, с которыми мы работали. В чем, в принципе, его особенность? Вы же вкратце рассказали, но, может быть, чтобы это было понятнее для всех, в чем его особенность? Особенность прежде всего в том, что мы ранее не рассматривали вот все эти проекты в едином комплексе. И на самом деле такие подобного рода проекты могут применяться в любых странах и в любых регионах. И они, благодаря тому, что они используются не по отдельности, а совместно, они приносят общий эффект, так называемый синергетический эффект, который в сумме дает гораздо больше, чем сумма элементов. А расскажите, будьте добры, подробнее об участниках проекта. Насколько я знаю, выступают в нем партнерами не только видный российский ученый, доктор медицинских наук Петр Шаблин, но и Анатолий Эдуардович выступает в новой для себя роли фермера. Ну да, совершенно верно. То есть сначала несколько слов о Петре Шаблине. Это доктор медицинских наук, который возглавляет компанию М-Центр, которая расположена в городе Улан-Удэ, Бурятия. Который является нашим партнером. Да, она является нашим партнером. И они в настоящее время производят элементы для повышения плодородия почв, основанные как раз на микробиологической технологии. И идея нашего совместного партнерства – это организовать инновационное производство гумуса, которое, как я уже говорил, является очень высоко востребованным на мировом рынке и очень высокодоходным продуктом. При этом мы объединяем инженерную технологию Анатолия Эдуардовича Юницкого и микробиологическую технологию доктора медицинских наук Петра Юшевича Шаблина. Спасибо большое. Значит ли это, что Skyway диверсифицируется, либо подобные идеи априори были заложены в проекты Skyway?
Но если смотреть глобально, то Skyway направлена, то есть технология Skyway направлена на повышение качества жизни людей. Не только в транспортной части, но и в части здорового питания, в части чистого воздуха, в части более качественной жизни, скажем так. И благодаря этому, то есть мы даем людям то, чего у них сейчас нет. Спасибо большое. Какая выгода нашим партнерам от данного проекта, который характеризуется большим уклоном в экологическую составляющую по сравнению с чисто транспортной? Не могли бы вы в двух словах объяснить? Ну, параллельно то есть наши партнеры в данном случае получают дополнительно следующее преимущество. Расширяются значительно мощности биофабрики, которая является, продукция, которая является сырьем для производства гумуса. И, кроме того, возможно отработки новых технологий производства кормового белка для животных из опилок. Вот. Ну и вообще в комплексе получается получаемый продукт, это гумус, он пользуется высоким спросом на мировом рынке, как я сказал, и он может поставляться из Бурятии на экспорт. В частности, одним из крупнейших рынков, где он востребован, является Китай. Ну и опять же, по-моему, очень такой характерной чертой данного проекта является то, что мы будем также производить продукты питания. Если я правильно понимаю? Да, совершенно верно. А продукты питания, да, для нас Также это новое, имеют определенную да, цену, это для нас это новое новая направление, но тут есть еще одна особенность, что по оценке доктора Шаблина, те продукты, которые сейчас продаются в магазинах, они по питательным свойствам где-то на порядок уступают тому, что производилось там лет 30-40 назад. А благодаря использованию данных технологий, использованию плодородного гумуса мы получим, грубо говоря, такие, например, помидоры, которые эквивалентны 2 килограмма которых эквивалентны 20 килограммам современных. Ну да, именно поэтому, как я помню сам, слушая лекцию профессора Шаблина, он цитировал в ее начале Гиппократа, утверждавшего следующее: «Пусть пища будет твоим лекарством, иначе лекарство станет твоей пищей». Продолжение сельскохозяйственной темы. Сейчас все думали, что делать, как поддерживать сельское хозяйство. Без предисловий, Петр Алексеевич, давайте вам слово. Научно-производственное объединение М-центр выпускает также уникальное удобрение Байкал М1 и уникальный препарат для экологических мероприятий под названием Тамир. Эти два препарата очень даже известны по всей России. Нет, тут еще один мой доклад есть о создании агропромышленного парка. Я немножко вперед забегу. Мы же предлагаем совместно с Юницким Анатолием Эдуардовичем, сейчас разрабатываем технологию производства гумуса из бурого угля. Бурого угля у нас в Бурятии много. Мы могли бы производить миллионы тонн гумуса ежегодно и экспортировать в Китай, в Монголию, по всей России, в Арабский Эмират, куда угодно. Я просто его знаю. Я Юницкого знаю лет 8. Вру. 9 лет. Так, общая идея, которую мы хотели презентовать, это комплексное предложение по созданию многопрофильного кластера на базе площадки Гусино-Озерской ГРЭС. Еще одно направление, про которое говорил Петр Ильич, это производство гумуса. По нашим оценкам, его эффективность достигает рентабельность порядка 1000%. Дальше. И теперь про проект инновационного кластера на базе Гусино-Озерской ГРЭС, в котором мы планируем совместить саму ГРЭС, теплицы, транспортное решение. Дальше. На данной схеме можно видеть общую структуру кластера и возможные другие направления, которые могут также рассматриваться. Это производство кормового белка, говорили, экофермы для производства молока, мяса, яиц, грузопассажирская трасса от Гусино-Озерска до Улан-Удэ и логистический центр для поставки всей продукции по России и на экспорт. Скажите, пожалуйста, каковы в принципе итоги этого совещания и в связи с этим каковы ваши, точнее, наши последующие действия, планы на будущее? По итогам совещания мы получили в целом одобрение главы республики Алексея Цыденова, и нам дано поручение в срок до 29 апреля разработать
укрупненное технико-экономическое обоснование для проектов поставки угля на Гусино-Озерскую ГРЭС, во-первых, а во-вторых, по проекту производства гумуса и создания инновационных теплиц. До 29 апреля времени осталось совсем немного. Не смею вас долей задерживать. Приступайте к более важной работе. Спасибо за столь интересное интервью. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и, возможно, завтра мы придем в ваш регион. Строй Skyway, спасай планету!